На окраине маленького городка Ривервиль солнце уже клонилось к закату, когда офицер полиции Майкл Бэнкс гнался за подозреваемыми. Радиопередача трещала, колеса патрульной машины визжали по гравию, и вдруг удар. Машину занесло, она врезалась в старый забор у железнодорожных путей. Майкл успел только увидеть двух мужчин в масках, прежде чем потерял сознание. Очнулся он связанным, а рядом крошечный сверток. Ребенок. Новорожденный, завернутый в одеяло. Мужчины, не скрывая лиц, смеялись. «Пусть полиция увидит, что бывает с теми, кто лезет не в свое дело», сказал один, бросая взгляд на приближающийся поезд вдалеке. Они привязали Майкла и младенца к рельсам и скрылись. Все вокруг застыло. Только звук колес, нарастающий с каждой секундой. Майкл отчаянно пытался освободиться, но узлы были слишком тугими. Он понимал, что секунды уходят. В это время неподалеку гуляла 8-летняя девочка по имени Лили и ее собака, служебный пес по кличке Рокки. Ее отец был дрессировщиком к 9, и Рокки раньше служил в полиции, прежде чем ушел на пенсию. Девочка первой услышала крики. «Рокки, сюда!» — крикнула она, и они бросились через кусты к путям. То, что они увидели, заставило Лили замереть от ужаса. Поезд уже был виден. Громкий гул, мигающие фары и люди на рельсах. Она знала, что времени нет. «Рокки, режь!» — выкрикнула девочка. Пес, будто поняв каждое слово, вцепился зубами в веревки. Он тянул, рычал, разрывал волокна. Одна из веревок лопнула. Лили бросилась помогать, вытащила из кармана маленький перочинный нож, подарок отца. Она дрожащими руками перерезала последние узлы. Майкл успел подняться и схватить ребенка. В тот же миг поезд промчался мимо, задевая край одеяла ветром. Они чудом остались живы. Когда все закончилось, Майкл сидел на земле, держа младенца и глядя на Лили. «Ты спасла нас», — прошептал он, все еще не веря. Рокки тихо тявкнул и положил морду на колени девочки. Через несколько часов весь Ривервиль знал об этой истории. Газеты писали: 8-летняя девочка и собака К9 спасли полицейского и младенца от гибели под поездом. Майкл позже сказал, что никогда не забудет тот миг, когда увидел перед собой крошечную фигуру девочки и блеск собачьих глаз. Лили и Рокки стали героями города. Но для самой Лили все было просто. «Мы просто сделали то, что нужно», — сказала она, гладя Рокки. «Он ведь полицейский, хоть и на пенсии». И где-то вдали снова послышался гудок поезда, на этот раз мирный, не пугающий.